Братья, с тобой снова я, Маловар Гейминг. В преддверии новогодних праздников хочу... в преддверии. Нихуя не в преддверии. Уже прошли? Ладно, ты, короче, захуяришь в эту серую рамку. Здорово, братья, с тобой снова я, Маловар Гейминг. И уже 9 число, и пора бы поздравить тебя с прошедшими и будущими праздниками, пожелать крепкого здоровья, годных тиммейтов, отличных изи-каток и, самое главное, годных тайтлов, которые будут, я надеюсь, выходить в этом будущем году. Ну а сейчас у нас полнейшее безрыбье. 5 февраля, если я не ошибаюсь, выходит Nioh 2, который мы с вами обязательно потестим. Это отличный Souls-like, а Souls игры я просто обожаю. И дальше все, вот реально не знаю, во что играть. И ответ пришел прям вот, блять, под новогоднюю елку, реально. Первое — это Ужас Аркхема. Настольная игрушка по мотивам произведений Говарда Филлипса Лавкрафта. Кто не знает, это такой основоположник хорроров, мистики, ужасов. Реально очень годные есть у него тайтлы, такие как «Хребты безумия», «Зов Ктулху». Это просто классика именно в плане ужасов, который каждый просто обязан прочитать и либо хотя бы ознакомиться. Подробнее останавливаться сейчас на том, что не вижу смысла, поскольку все это вы увидите дальше в распаковочке. Дальше у нас идет Древний Ужас. Древний Ужас у нас уже более, скажем так, обширный как произведение. То есть, если в Ужасах Аркхема мы были заперты в городе Аркхем, и все действия происходят там, то, соответственно, в Древнем Ужасе полем боя для нас будет уже наша с вами планета. Ну и, опять же, останавливаться не будем, потому что будут обзоры, будут распаковки, и там мы уже более подробно с вами об этом и поговорим. Расшифровать все это дело нам помогут мифы Говарда Филлипса Лавкрафта. Это иллюстрированная энциклопедия, которую я сейчас буквально там через какое-то время распакую и все вам расскажу. Это такой своеобразный бестиарий из мира Говарда Филлипса. И без лишних предисловий переходим на нашу с вами распаковочку. Так, ну что, новогодние распаковочки — это всегда приятно, и заканчиваем наш цикл сегодняшних распаковок мы мирами Говарда Филлипса Лавкрафта, иллюстрированной энциклопедией. Сразу скажу, что брал я ее в ВБ, то есть Валберес, и меня бесит, когда они клеют вот эти вот наклейки со штрих-кодами, потому что я бы так сейчас почитал бы, знаете, сзади бы все это дело, и как бы до снятия пленки еще мог бы ознакомиться. Но из-за вот этих вот штрих-кодов непонятных, противных, вынужден сразу же вскрывать. Ну да ладно, в принципе. Это мелочи жизни, но когда даришь, например, человеку что-то, желательно, чтобы это было без всяких штрих-кодов. Прикольный принт сразу же на обложке. Он зеркалит, ну в смысле отражает свет. Так, немножечко текстурировано вот это вот все. Прям не такая уж прям супер текстура, но это есть. И, в принципе, оформление обложки качественное. Это первая попытка русскоязычных исследователей обобщить и представить на суд читателей сведения о божествах, расах и созданиях, порожденных плодовитой фантазией Говарда Филлипса Лавкрафта и его последователей, таких как Брайан Ламли, Роберт Говард, Август Дерлет и другие. В работе над книгой принимали участие писатели, редакторы, художники и специалисты по творчеству Лавкрафта, что позволило сделать сей труд максимально точным, аккуратным и близким как букве, так и духу литературных первоисточников. Издание представляет собой богато иллюстрированный справочник по пантеону и бестиарию Лавкрафта с указанием названий, имен, произведений и авторов, и будет интересно и полезно для всех, кто всерьез интересуется мифами Ктулху и дерзает погрузиться в пучины космического ужаса глубже, чем когда-либо прежде. Ну, а мы начинаем распаковочку. Так, Древний Ужас, отойди, ты уже экранное время получил. Блин, реально кайфово. Пахнет свежей типографией.
Миры Говарда Филлипса Лавкрафта. Иллюстрированная энциклопедия. Встречает нас содержанием 54-страничным. У нас тут еще звездные расы, существа. Нет, нормально на самом деле. Я так понимаю, что скорее всего будут все. И первый подкласс у нас древние. Я так, короче, сейчас пролистаю немножечко, потому что мы все равно будем встречаться. То есть, как бы Азатот, я видел, он уже есть в одной из компаний в этих играх, поэтому акцентировать внимание именно на том, что происходит в плане текстовой составляющей, я пока что не буду. Я смотрю арты сейчас и смотрю оформление. Оформление, ребята, реально божественно, вот лично на мой взгляд. То есть, ребята действительно заморочились. Дагон. Блин, про Дагона я вообще знаю ровным счетом ничего практически. Я помню, что у Короля и Шута была тема одна, называлась Дагон. Но я думаю, что примерно отсюда ребята и взяли, наверное. Ну, то есть, как бы не с этого, конечно, гримуара, а с творчества Лавкрафта. Ктугха. То есть это не Ктулху, а есть еще один похожий, древний, судя по всему. И Ктулху. Блин, реально вот кайф. Чувак вообще похож на Зевса какой-то. Ну, то есть, как бы, в принципе, здесь ничего такого нет. Учитывая то, что я так понимаю, что все эти древние, они древние боги. Поэтому могут быть небольшие какие-то переклички с религией древней. И, возможно, ну, соответственно, большую часть, конечно, писатель домыслил или додумал. Фига себе. Шуб-Нигурат. Угу. То есть, как бы, вот эти все ребята, я знаю, что они есть либо, ну, не все, а большинство из них, во всяком случае, в дополнениях, либо в основной игре. То есть, как бы, можно будет играть какую-то кампанию, зачитывать какую-то текстовую часть для того, чтобы более подробно погрузиться в этот мир. Действительно выглядит прям очень кайфово. Я не знаю, конечно, отдельно я не буду выкладывать видос по этой книжке, но во время прохождения кампании обязательно, если будет встречаться какой-то монстр, то мы с вами, естественно, будем обращаться к этому всего. Кстати, Бьякхи. Гончие Тиндала. А вот эти ребята, кстати, я вчера играл партию одну в Ужас Аркхема. И эти гончие там были в виде мутантов. То есть здесь есть еще и бестиарий. Замечательно. Зуги. Их не помню. Лунные твари. Призраки. Шантаки. Шаготы. Каев. Реально. Ну и, соответственно, дальше у нас уже идут указатели. То есть это именно бестиарий, ребят. Выглядит реально круто. Ну, это ребята, которые все это делали. Классно, реально. Мне очень сильно понравилась эта штука. Я надеюсь, что текстовая часть, текстовая составляющая также будет на высоте. Потому что иллюстрации, блин, просто вот респект прям чуваку, который делал эти иллюстрации. Переходим к распаковочке древнего ужаса. Сразу скажу, ребята, что время распаковки будет существенно ускорено для того, чтобы как можно быстрее показать вам оба этих проекта и попытаться что-то здесь сравнить. Первое, что мне бросилось в глаза, это, конечно же, жетоны сыщиков, и они довольно такие хорошего качества. Действительно, у всех карточек пока, которые мне встречались, текстура под лен, и благодаря вот этой вот шершавой поверхности все это действительно прекрасно лежит в руках и не скользит. Также все побочные компоненты довольно-таки неплохого качества. Единственное, что, конечно же,
хотелось бы, наверное, какой-то более обширный пул монстров, но это все призвано исправить вышедшие для игры дополнения. Так, что касается карточек, у них яркие, красивые, сочные принты, но, ребятушки, они довольно-таки тонкие, опять же, на мой субъективный взгляд. Надеюсь, что они затрутся не быстро, иначе придется покупать и вставлять эти карты в протекторы, чего мне очень сильно бы не хотелось. Я вообще не сторонник протекторов, поскольку увеличивается колода, и не всегда играть тактильно становится приятно. Хотя я не такой прям заядлый игрок в настолке, что в этом году, конечно же, буду стараться исправлять. Вот. Но все-таки это мое мнение. По поводу планшетов сыщиков к ним претензий нет, они информативные, классные. То же самое касается и монстров. Все выполнено прям на высоте. Ну и остается еще куча карточек, предназначение которых мне пока неизвестно. Но принты яркие, сочные, все выглядит прям круто. И карты, я так понимаю, событийные в основном. И это реально просто вот по первым впечатлениям шикарная игрушка, которая может затянуть, на мой взгляд, на часы. Поскольку я так понимаю, что эти карты реально, они передают какую-то сюжетную составляющую, их довольно много, и, соответственно, событий генерироваться может бесконечное, конечно, множество. Вот. Но все же не поиграем, не узнаем. Текстура поля шикарная, сзади повторяет арт, а спереди, соответственно, это карта мира. Первая игра оставила только положительные впечатления. Так, ну что, посмотрели Древний Ужас, теперь отправляемся в Аркхем. Такс, ну что ж, кисулька моя пришла, посмотрела, что хозяин ничего вкусного не распаковывает, и решила удалиться восвояси. Ну а мы снимаем свежую пленочку, соответственно. И под крышкой нас с вами ждет руководство, опять же правила непосредственно, и там еще у нас есть справочник. Все точно так же, как и в предыдущей игре. Так, дальше у нас такой конструктор, гробик для карт событий. Собирается довольно просто, главное ничего не погнуть. Пакетики. Очень классно, что положили, поскольку действительно компонентов в игре много. Фигурки сыщиков сделаны опять же под лен и очень приятные на ощупь. Тайтлы для полей качественные, как и сами в принципе поля и жетоны различных состояний. Денежки там, навыки и так далее. То есть вот это все действительно сделано круто, очень качественно, и я прям в восторге. И действительно очень интересно, что делают прям такие большие объемные игры с сюжетом, не боятся выкидывать их на рынок, учитывая то, что конкуренция все-таки довольно-таки большая среди настольных игр, и компьютерные игры прижимают, но все-таки вот такие смелые решения, я считаю, что они должны поощряться. Дальше, что у нас по карточкам? Планшеты монстров и персонажей выполнены также шикарно. Качество принтов на высоте. Я надеюсь, камера вам это все передаст. Я, в принципе, старался, чтобы камера ловила фокус и показывала персонажей в максимальном качестве. Да, кстати, вижу повторяющихся сыщиков из Древнего Ужаса, да, получается. Несколько персонажей есть. Соответственно, не остается никаких сомнений, что перед нами единая франшиза. И на самом деле ничего против этого я лично не имею. Так, немножко СМР вам в ленту. Кубики и подставки все того же качества, что и в Древнем Ужасе. А вот по поводу карточек могу сказать вам несколько слов. Принты сделаны в том же великолепном качестве, что и в Древнем Ужасе. А вот плотность картона немножечко больше. За счет этого, скорее всего, повышается износостойкость. Ну, не скорее всего, а я думаю, что точно. И это на самом деле приятно. Но, учитывая то, что у нас коробки стоят одинаковую цену, я думаю, что это, конечно же, плюс в копилочку Ужаса Аркхема.
Так, ну и, соответственно, делаем выводы. Мне очень понравились компоненты во всех этих играх. Качество печати и качеству самих компонентов претензий у меня никаких нет. Брать, я думаю, что имеет смысл, если смотреть чисто на качество. Ну а по поводу уже какой-то информационной составляющей, по поводу геймплея мы поговорим в следующих роликах. Но пока что первые впечатления более чем положительные. Так, ну и я думаю, что эту распаковочку стоит заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в наш ламповый дискорд и играйте только в хорошие игры. С вами был я, Маловар Гейминг. До новых встреч, пока, ребята. Еще раз с наступающими праздниками и увидимся в следующих видео.